Друзья, всем привет! Вы на канале MaxMaster, меня зовут Капитан Максим, и предыдущий наш выпуск, насколько вы помните, если кто смотрел, да, про это судно, про экскурсию, закончился именно на этом месте. Предыдущий наш выпуск был посвящен внешней части, я показывал палубу, показывал вам крышки трюмов, показывал переходные мостики, настройку, внешнюю ее часть. А в этот раз, как я и обещал ранее, я покажу вам внутреннюю обстановку, внутренние помещения, настройки этого судна. И здесь нас ждут очень большие сюрпризы. В какой-то момент даже неприятные, в какой-то момент очень сильно неожиданные, потому что некоторые вещи, которые я здесь увидел, я не видел ни разу за 19 лет работы на флоте. Да, тут есть жилищные условия, которые на сегодняшний момент, я думал, что их уже нет, но так как это судно японской постройки, я подчеркиваю, японской постройки, то эти жилищные условия мы здесь с вами наблюдаем. Я покажу вам мостик, покажу, что находится внутри надстройки, аж до самого машинного отделения. И в конце мы подведем с вами уже итоги того, что вы видели, в этом ролике и в предыдущем. То есть на протяжении вот этих двух частей. Не получается у меня все вложить в один, потому что получается ролик сильно длинный. Поэтому, друзья, чтобы сильно не затягивать, предлагаю вам начинать. Полный вперед. Давайте идем на мостик, оттуда начнем. Поехали. Друзья, мы на мостике, но я вам покажу только основные нюансы, потому что только отдельно по мостику можно делать ролик там на 15-20 минут. Сейчас 2-3 минуты, как успею, чтобы вы понимали, как это, что тут вообще происходит, как он выглядит. Отсюда мы с вами только что пришли. Это, соответственно, лифт. Место для того, чтобы попить кофе, посидеть. Лоцманский стул используется, естественно, не только лоцманом. Один из наших радаров, который в данный момент выключен. Это носовой радар. Панель Public Address, громкоговоритель общесудовой, можно сделать объявление. УКВ радиостанция. Панель управления подруливающим устройством, под рулем. Здесь их как бы две, но на самом деле они работают в параллели, поэтому заглушено вот это. И как бы вот этой ручкой можно управлять одновременно двумя боутрастерами. Домашний телефон, управление главным двигателем. То есть вот здесь у нас телеграф, это информационная панель. Тут можно посмотреть, кто на вахте. Здесь обороты главного двигателя. BMW-система фирмы Wayland. Надеюсь, не Ютони, но все возможно. Репитер гирокомпаса, панель управления дворниками. Рулевая колонка для ручного управления. Также здесь можно настроить и авторулевой. Лак судовой. Репитер магнитного компаса. Здесь у нас Фуруна. Это еще одна УКВ радиостанция. Это AIS Automatic Identification System. Переходим ECDIS. Радар 1, радар 2. Это у нас X-band 3-сантиметровые волны. S-band 10-сантиметровые волны, соответственно. Второй ECDIS. Панелька управления дворниками. Здесь вот такая вот интересная штука. Кто знает, напишите в комментариях, что это такое. Я о ней уже как-то в одном из видео рассказывал. Это Aldis лампа, опять же, правильное ее название другое. Кто знает, напишите в комментариях, интересно почитать. Репитеры, это значит у нас обороты главного двигателя. Ahead вперед, astern назад. И положение пера руля, да, port side, starboard side, то есть левый борт, правый борт. Переходим сюда, очень важное место на мостике, это печенье, чай, кофеварка. Без этого никак мы не справимся, не выживем. С этого начинается любая вахта. Здесь в этих ящиках signal flags, то есть сигнальные флаги. Там дальше в конце национальные флаги. Тут лежит аптечка для оказания первой медицинской помощи. Дополнительно установлен юнит кондиционера. И это очень хорошее решение, потому что он иногда очень спасает. Emergency GMDSS VHF, радиостанции, которые берутся с собой в шлюпку при необходимости, не дай бог. А еще один стул мы забыли для лоцмана. Опять же, не только для лоцмана. Тут chart table. То есть это стол для заполнения сейчас уже журналов, потому что никто навигационными бумажными картами уже не пользуется. Здесь комнатка для административной работы. Такая каютка небольшая. Телефоны для связи спутниковые и компьютеры. Если необходимо что-то распечатать, подпечатать, заламинировать, то вот тут вот все можно это делать. Smoke Detection кабинет, это именно по трюмам.
Показывает, где что, не дай бог, задымление. Это гальюн, он же туалет. Или можно наоборот, кому как удобно. Навигационная кладовка. Здесь есть наши необходимые все конусы, цилиндры. Emergency Unit — это гидрокостюмы, Life Jacket и спасательные жилеты. Есть какая-то антипиратская тема. 12 парашютных ракет. Ну, помимо всего прочего. С этой стороны смотрим. GPS 1, GPS 2. Два GPS наших. Дальше Navtex приемник. То есть Navigational Telex. VDR, Voyage Data Recorder, наш черный ящик, как на самолетах, только на пароходах. Терминалы Inmarsat-C, Inmarsat-1 и Inmarsat-2. Этот со встроенным LRIT, то есть Long Range Identification Transporter. И ПВКВ, она же MFHF радиостанция. Тут стоит Octopus компьютер, который призван анализировать погоду в соответствии с нашим stability, то есть с нашей устойчивостью, выдавать какие-то алармы, но он пока не настроен, потому что мы только недавно его получили. Еще нужно сделать 3D-модель судна, туда ее внести. С этой стороны немножко пропустил я. Смотрите, вот здесь вот есть еще, опять же, пожарная панель. Это сигнализация уже по надстройке, где что, какое задымление, не дай бог. Панель управления освещением, как внутри, так и снаружи. Тут, кстати, вот Wheelhouse включается освещение. Очень странно, первый раз такое вижу. Но здесь возможность запуска пожарного насоса, только main fire pump. Emergency сюда запустить нельзя. Тоже первый раз такое встречаю. Панель управления рулевыми машинами. 2 штуки их у нас на борту. Навигационные огни можно включать здесь, можно выключать. Дальше судовые часы. И последнее, о чем хотелось бы сказать, наш эхолот. То есть глубина под килем сейчас у нас 5 метров. Панель управления, включения-выключения, а также сигнализации фанов, то есть вентиляции. В основном по трюмам, но также есть вот passageway и boat raster. С этой стороны watertight doors alarm панель. Если водонепроницаемые двери будут открыты, то она об этом вам скажет. Смотрите, друзья, чего-то тут на крыле не хватает. Как вы думаете, чего? Обычно привычная такая штука, которая постоянно на крыле находится, но тут ее нет. Правильно? Тут нет консоли. Тут нет консоли. Все управление практически внутри, кроме трастера. Можно сюда взять портативный пульт управления трастером. Вот он лежит, присоединяется отдельно. Специальный разъем. Все. Больше там ничего нет. Вполне себе приемлемый, нормальный мостик. Говорят, что судно японской постройки вроде как там мосты вообще ужасные. Ну, смотрите, в принципе, все есть. Оборудование все исправное, оборудование все новое, все работает. Да, есть небольшое неудобство, то, что он маленький, компактный, но это тоже как бы не очень страшно. Есть гораздо меньше, я работал на гораздо меньших мостиках. Здесь, в принципе, для нормальной работы есть все необходимое. Самое главное, что тут есть хорошая кофеварка. Как по мне, нормальный мост для работы — хорошее место. Вот это наша палуба, где мы живем только со стормехом. Все чисто, убрано. Вот стормеховская каюта точно такая же, как у меня. Заходим ко мне в каюту, друзья. В общем, смотрите, это я называю зона такой небольшой кухни. То есть стоит кофеварочка, есть там какие-то, вот тут холодильник стоит, в котором ничего нету, потому что я в каюте почти не ем. Дальше идет зона офиса. Собственно, 3 компьютера рабочих, ну как бы один, просто 3 монитора, электронные карты и ноутбук с VDR. Можно смотреть VDR. Оргтехника кое-какая, обязательно куча мусорок для сегрегации. Дальше, ну, рабочие папки, все это понятно. Вид, естественно, на море, даже на океан. Очень маленькие, кстати, иллюминаторы. Первый раз такие маленькие вижу. Тут зона отдыха у нас. Есть стол, есть 2 дивана, телевизор, есть кресло и есть еще одно кресло. Очень много мебели. Есть умывальник с приколом. Тут смотрите, какой смеситель. Я не знаю, как японцы думали чем, но они сделали вот такой смеситель. В общем, тут холодная вода, тут горячая. И вот тут она смешивается уже, ну, в теплую. Нет, чтобы сделать один кран просто посередине, как мы обычно видим. Ну, это что-то в японском стиле, наверное.
Есть зона спальни, есть портативный кондиционер, если понадобится, его еще ни разу не запускал. Комод, шкаф, он же рундук. Ну и, собственно, кровать. Кровать, кстати, полуторная. Тут видите Ван Гог «Лунная ночь» в оригинале, естественно. Все оригинально. Еще небольшой шкафчик. Вот температура сейчас в каюте 21,2. Это, кстати, много. С этой стороны висит роба. Здесь фуражка моя, которую тоже еще ни разу не надевал. И санузел. Санузел в лучших традициях тоже Японии. Душевая, сам унитаз, умывальник. Ничего сверхъестественного, но все в хорошем состоянии. Ковролинчик. Чисто мое мнение. Каюты для комфортной жизни вполне предостаточно. Да, она небольшая. Она даже меньше каюты, которая у меня была, когда я работал на маленьком контейнеровозе на 1000 всего ящиков. Но тем не менее, тут все есть. Тут удобно, тут комфортно и уютно. Вполне достойная каюта. Тут, кстати, если быть неаккуратным, могут эту дверью ударить. Вот она, лоцманская каюта. Я в ней даже какое-то время пожил, когда только приехал, пока мы дела пересдавали. И вот такие примерно каюты все. Мебель новая, кстати. Шкаф новый. Ну и кровать стандартная. Санузел практически не отличается от моего. Такой же набор, только меньше шкафчик и по-другому расположение. Все. Так все то же самое. В том числе вот такие диваны установлены везде. У всех деревянные столы, деревянные вот эти парты, деревянная мебель. Раньше все было металлическое. Здесь даже в Лоцманской остался еще вот этот металлический стол. Сейчас уже у всех деревянная стоит. Сейчас тут линолеум. Раньше был просто крашеный бетон. Крашеный бетон, было неуютно, была металлическая мебель вся, которая тоже не очень хорошего качества. И были другие диваны. Это диван более-менее уже комфортабельный, но он жестковатый, конечно. Раньше просто было, как знаете, в плацкартном вагоне такой откидывающийся диванчик, вообще который неуютный. Вот. Если говорить про рядовой состав, у них такая же вот по размеру каюта, только без вот этого санузла. Все. Кстати, что очень странно, у матросов нет телефона. Ни у матросов, ни у мотористов. То есть, чтобы вызвонить... и вид не у всех такой, потому что там ниже стоят контейнеры, и вы смотрите в контейнер. Еще есть важное уточнение, что все розетки на судне, практически все розетки, на 110 вольт. То есть, когда вы подключаете свою технику, вы должны это учитывать. На судне очень много есть трансформаторов, которые позволяют перейти, подключать технику, которая 220 вольт. Но сама система судовая на 110 вольт. Это тоже японские стандарты, так называемые. Тут мы дошли до прачечной, и их несколько на судне таких. Стоят драйеры, то есть сушилки и стиральные машины. Это офицерская, есть еще для рядового состава. Есть капитанская и стармеховская, одна она. Тут видите палуба матросов-мотористов, она уже крашеная. И вот они общие душевые. Как бы 3 душевых. И тут с этой стороны один умывальник. Ну и шкафчики у каждого свои. И с другой стороны общие туалеты. Я, кстати, писсуары раньше не видел на судах торгового флота. Тут увидел. Еще одна прачечная. Как бы стиральных машин на судне достаточно. И сушилок. Сейчас мы в столовой рядового состава. Шахматы кто-то играл. Это какая-то игра. И сама столовая, вот такие столы. В принципе, все размещаются. Главное, чтобы повар был хороший. Есть PlayStation тоже у них 5-я. Он стоит. Музыка. Игр очень мало на PS. Идемте зайдем на камбус. Сразу покажу вам. Вот он камбус. И это боль наша. Камбус в не очень хорошем состоянии. Он, во-первых, очень маленький. Негде развернуться. Очень мало места. Плиты электрические. Мясорубка для того, чтобы нарезку делать. Очень мало места. Очень тут как бы неудобно работать. Потому что 2 человека тут работают. Маленьких камбузов я, честно говоря, еще не видел. Камбузом мы сначала попадаем в такой предбанничек небольшой, где стоит дежурный холодильник.
какие-то закуски. И офицерская столовая. Вот такого плана. Тоже все чистенько, красиво. Повар хороший. У нас, ну, чуть-чуть меньше столы. Если там было там на 8 человек, по-моему, то у нас на 6. Если потесниться, конечно, можно и поместиться. И с этой стороны вот так вот. Здесь, кстати, выставляется на завтрак, все, на обед. Наша кают-компания. Он же Recreation Room. Очень хороший большой телевизор. Наверное, 70 дюймов, что-то такое. PlayStation 5. Диски с фильмами. Судовой фонд. Кресло для симрейсинга фирмы Logitech. Само кресло, руль, педали. Даже коробка передач вот есть. И с этой стороны, ну, это уже кресло, где мы заседаем. Смотрим кино. Такого плана Recreation. Последний раз нас тут сидело 5 человек. Ну, было нормально. Впереди трое, сзади посередине, вот тут в этих проемах. Еще двое, чтобы не мешать друг другу. С этой стороны есть большой диван, который никак не используется. Тут гораздо логичнее было бы, ну, мне так кажется, и предыдущий капитан тоже об этом говорил, что вот тут вот лучше телек расположить, вот там, и смотреть. Но пока так. И, скорее всего, так уже и останется. Смотрите, прямо напротив такой туалет странный. Такой какой-то он похож на туалет, там, не знаю, в поезде или на каком-то вокзале. Довольно уютно. Кабинка даже отдельная. Обычно просто унитаз стоит. Здесь, пожалуйста, вам кабинка отдельная. Редко такие встречаешь, чтобы перегородка была прям на торговом флоте. Тоже, наверное, японская какая-то тема. Видите, крашеные палубы везде. Крашеный бетон. Мы попадаем в наш судовой офис. Тут заседает постоянно старший помощник, вот это 2 его компа. Ну и проводятся ежедневные брифинги, митинги, тулбоксы всякие. Управление BVTS, балластной системой. Вот так офис выглядит с другой стороны. Тоже железная мебель, еще с постройки осталось вот это все. Смотрите. Вот. И сегодня здесь у нас, кстати, будет сейфти митинг. Тоже меняли тут линолеум, скорее всего. Потому что мне кажется, что тут был тоже бетон. Госпиталь, друзья. Наш госпиталь судовой. И тут, видите, тут реально только вот для оказания первой медицинской помощи. Конечно, это можно использовать как и койку для как бы стационара. Но вы помните, что на предыдущем пароходе было 2 помещения разных. Одно для оказания первой помощи, второе вот для стационара. Здесь у нас что? Койка, портативные кислородные баллоны, стационарный кислородный баллон, стол для приема, опять металлический, но это в госпитале нормально. Холодильничек. Дальше с этой стороны медицинский инструмент, препараты, тоже шкафчик. И скромный такой санузел. Без ванны. То есть тут отогреть человека мы не можем. Тут даже душ, смотрите, такой себе. Не очень удобный. Маленький. Раньше, кстати, у матросов вот такая вот палуба была в каюте. Это крашеный бетон, как вы понимаете. Сейчас там уж у всех линолеум, как я вам показывал в лоцманской каюте. У меня, кстати, были вопросы по поводу госпиталя. Люди интересовались, что вы будете делать, если заболеет человек. Ну, серьезно как-то заболеет. Ну, никто не отменял эвакуацию, да, на вертолете. Всегда можно вызвать вертолет и провести эвакуацию при необходимости. Но вообще мы стараемся связаться с госпиталем, с береговым, получить консультацию у врача. У нас есть контрактные врачи, с которыми компания работает. И при возможности провести медицинскую помощь оказать на борту судна. Если уже невозможно это сделать, тогда вызывается вертолет, меняется курс в ближайший порт и так далее. Главное не упустить момента, все делать вовремя. Тут тоже, как везде, видите, мало места, все наставлено, закреплено. Вот, например, наши носилки.
Здесь мусорка для биологических каких-то отходов. Ну и, как и на всем пароходе, все очень компактно. Вон еще одни носилки. Вон есть еще одна дверь для выхода на главную палубу. И можно отсюда заходить. Это для удобства эвакуации и также, чтобы сюда занести человека. Но лучше не допускать ситуации, чтобы нужно было пользоваться госпиталем. Вот тут есть еще один общественный туалет, но это вообще на главной палубе. Это для всех посетителей нашего судна. 5 же писсуары и унитаз. Помещение с кондиционером судовым. Один юнит всего стоит. Кондиционерная установка. Провизионные камеры. Здесь был абсолютный бардак. Когда я только приехал, был другой повар. Сейчас уже повара нет и бардака нет. Что творится? Бардак. Куча коробок здесь валяется. Надо отправлять повара домой. Ну, он и едет домой, собственно, по этой причине в том числе. Смотрите, что происходит. Ну, посмотрите, насколько они маленькие. Это, например, у нас fish room для хранения замороженных морепродуктов, рыбы и так далее. Тут все, что пакетировано в коробках, это нормально. Это допускается. Глубокая заморозка возможно, но она очень маленькая. Такая же примерно у нас meat room для мяса. Здесь, кстати, можно уже порядочек и навести, повыкидывать старые коробки. Тоже очень маленькая. И vegetable room для овощей и фруктов. Тут побольше места, но зато все заканчивается. Ну, мы скоро уже пройдем в порт, и нас ждут продукты. Апельсины, яблоки, еще яблоки, йогурты. Это вид с другой стороны. Есть еще одна камера для хранения пакетированных продуктов, консерв. Provision store. Здесь хранится все, что в бутылках, банках, консервах. В общем, все, что в упаковке. Довольно много всего. И нам этого точно надолго хватит. Но все равно будет пополнение продуктов скоро. И сама кладовка сама по себе тоже небольшая. Fire station есть. Вот, кстати, температуры в камерах минус 18, минус 18, плюс 5, плюс 7,5. Вот тут у нас Fire Station единственное место, откуда можно запустить аварийный пожарный насос. Все, больше он ниоткуда не запускается, только локально и здесь. Ну, локально там, где он расположен. Здесь дальше у нас BA set номер 1, бризинг аппаратус номер 2. Сразу же стоят сапоги, 2 куртки, запасные баллоны, рации и вторые сапоги, ну, к BA set, да, сразу, чтобы одеть. Панели управления системой пожаротушения от CO2. Здесь вот видно, что по трюмам, трюм номер 1, 2 и так далее, 3, 4, 5, также в engine room, чтобы запускать систему пожаротушения CO2 в машинное отделение. Еще есть такой гидропен, вот он, видите, такая удочка длинная. Это для тушения контейнеров, которые находятся на какой-то высоте, там, где нельзя достать просто человеку. Вот как раз телескопическая вот такая система у нас есть. И расположены 2 EBD, Emergency Escape Breathing Device. Такой как бы портативный дыхательный аппарат. Его хватает очень на мало, примерно там на 10 минут. Но тем не менее, если человек потерял сознание, можно его на него одеть и как-то помочь выбежать
или эвакуировать его. Наш спортзал. Наш спортзал небольшой, как и все на этом судне, в принципе. Но все, что надо, все есть. Смотрите. Беговая дорожка. Смит-машина, то есть тренажер Смита. И также скамья наклонная, это, кстати, от этого тренажера. И гриф, он, видите, лежит под штангу, тоже от него. Есть также дополнительная вот для скамьи, как скамья Скотта. Ручки для именно этого грифа, кто не любит в тренажере работать, заниматься. Еще одна лавочка наклонная, уже доваренная самодельно. Набор гантель, вплоть до 32, до 27,5 килограмм. С этой стороны беговая дорожка на китайском языке. Нету даже возможности перевести на какой-то другой. Груша, то есть мешок для тех, кто хочет выражать свои эмоции, если кто-то достал. Написано Ломаченко, хотя должно быть Ломаченко. Это боксер есть такой с Белгород-Днестровского. Колоночка для музыки, но есть подозрение, что это далеко не Sony. И вот, смотрите, самодельный такой турник. Ну, мне кажется, что это больше для спины, да, чтобы висеть как-то или ноги поднимать, пресс качать. Потому что вот этим турником гораздо лучше пользоваться, только единственное, что головой можно удариться. ЦПУ машинного отделения. То место, где механики проводят каждый день разводы, брифинги, планируют работы, обсуждают выполненное, планируют на завтра, на послезавтра и так далее. Место постоянной дислокации старшего механика вот тут. Ну и, собственно, сам пульт, на который выводятся все важные параметры. Ну, не только важные, тут вообще большинство всего выводится сюда. Можно считывать, смотреть, мониторить состояние различных механизмов, устройств. Но обязательное место для кофе-тайма. Это must-have на любом судне. Довольно просторно здесь. Квадратный такой. И видно, что тоже недавно тут перестилали линолеум в доке. Чисто здесь. Наш главный двигатель. 11 цилиндров. Каждый цилиндр диаметр 98 сантиметров. Фарная мощность 64 тысячи киловатт. Или почти 90 тысяч лошадиных сил, там 88. Потребление этого двигателя может доходить до 140 тонн в сутки. Это сейчас уже после того, как обороты ограничили. Это на сегодняшний день примерно $4000 в час. Это после ограничения. Раньше еще больше было потребления. Так что довольно внушительно. Есть на борту инсинератор, но он не используется, он заглушен. Потому что все мои действует программа Green Ship, мы ничего не сжигаем на борту. Все сдается на берег, весь мусор. А вот это Ballast Water Treatment System, такой я еще не видел. С химическими реакциями работает в основном на двух компонентах, хлор и какая-то еще химия. Ее будут демонтировать, потому что тут надо пол экипажа разбудить, чтобы ее запустить. Но это система очистки балластных вод. Это опреснитель. То, что нам дает пресную воду. Каскадный танк, он же теплый ящик. Сейчас все электромеханики, и все механики, естественно, узнали, что это ГРЩ, главный распределительный щит. С другой стороны так выглядит. Очень тут хорошо, прохладненько. Хочется тут остаться, но надо идти дальше. Смотрите, прикол. Первый раз тоже такое вижу. Открываем Emergency Escape, аварийный выход. Видели? Опа, пусковые баллоны. 2. По давлению 2,4 мегапаскаля.
Под нами там снизу идет вал грибного винта. Вон пусковые баллоны, оттуда мы сейчас спустились, и мы под валом винта находимся. Вот туда вот он уходит. Чувствую себя как в фильме «Чужой» Ридли Скотта 79 года. Посмотрели мы с вами обзорчик, мы прошлись по палубе, по надстройке. Мое мнение, чисто по надстройке судно, конечно, хуже, чем норма. Это очевидно. Здесь совсем другой уровень комфорта, совсем другой уровень развлечений, которых в принципе практически нет. Бассейна нет, баскетбольной площадки нет, рекреейшены сами по себе беднее, там такого как массажные кресла нет. Спортзал, тем не менее, еще терпимый. Спортзал вот оборудован нормально, Смит-машина есть, и это уже большой плюс. То есть, как бы в этом плане все окей. Но вот эти вот самые каюты, которые без туалетов, как бы они с общими туалетами, общими душевыми, меня, честно говоря, это поразило в 2026 году, во время MLC и всего остального, да. Но, тем не менее, несмотря на все вот это вот, именно из-за вот этих вот неудобств у меня зарплата здесь выше, чем на норме. У нас весь экипаж тут получает дополнительный бонус. Не такие уже это неудобства. Именно в моем случае есть нюансы, особенно у рядового состава. Все остальное не такое, что оно и страшное. Нормальный столовый камбус очень маленький. Это большая проблема у нас. Это камбус. И большая проблема это провизионки, потому что они очень маленькие. Камбус мы пытались отмыть, нифига у нас не получилось. Потому что сильно он запущен после предыдущего судовладельца. Что касается палубы, то палуба, если сравнивать с той же нормой, палуба в лучшем состоянии только потому что, и в том числе потому что, сделаны все переходные мостики, сделаны все трюмные крышки и сделан бак и корма. Осталась главная палуба, правый и левый борт и надстройка. Что касается машинного отделения, там есть проблемы, определенные проблемы. Тоже из-за того, что мы еще не успели его привести в порядок. Там нужно, хотя бы еще года два, чтобы оно вот было доведено до CMA стандарта. Очень много вопросов к балластной системе, ее хотят переделать, потому что всего на судне один балластный насос, который также работает, как и антихиллинговый насос. Как бы такой эконом вариант. Ну и вот таких нюансов, если ходить просто смотреть по судну, довольно-таки много. Самое неприятное это, конечно, жилищные условия для рядового состава. Если еще у комсостава более-менее, то вот у рядовых прям не очень. Чисто если делать вывод с точки зрения капитана, то не очень хорошие судоходные качества у парохода. Потому что мы вот сейчас идем в полном грузу. Тем не менее, GM очень большой, почти 4 метра. И период качки всего 15 секунд. Это, если бы такая же загрузка была на норме, то было бы все в 2 раза лучше. Это на понятном языке я говорю. Просто это судно очень быстро качает с борта на борт, даже не на большой волне. Норму же при такой загрузке практически это вообще никак не тревожило. Сегодня 22 число, месяц моего контракта уже прошел из 3. Будем работать так, чтобы судно нас не подвело. Еще задавали такой интересный вопрос, типа, от чего вы не поехали опять на норму? Смотрите, я просто объясню, чтобы вы понимали вообще, как работают моряки. Примерно 90% моряков никогда не попадают на одно и то же судно. Это мы, когда уже там капитаны, стармехи, старпомы, мы можем выбирать. Да, мы можем как-то договориться, что давайте вот мы поедем на то или на другое судно. 90% моряков бывает один раз на каком-то судне. У нас не так, как у вас, которые работают на берегу, где можно годами ходить на одну и ту же работу или вообще всю жизнь. Если взять вот лично меня, да, я работаю 3 через 3, и так получалось, что мы с капитаном на норме друг друга меняли 3 через 3.
Но сейчас ситуация изменилась. Сейчас вот, допустим, мне надо было посидеть дома не 3 месяца, а чуть-чуть меньше. То есть мне уже на другое судно. А тот капитан, который на норму приехал, он приехал на 4. Соответственно, я не могу сидеть дома 4 месяца, потому что у меня есть свои какие-то планы. Я посидел, побыл дома 3 месяца, приехал сюда. И более того, скорее всего, следующее судно будет опять другим, потому что я буду дома, ну, пока планирую, что в сентябре, ну или максимум в октябре я уже должен уйти в рейс. Здесь совсем другая история. Здесь не как у вас, еще раз говорю, мы не ходим, не работаем всю жизнь на одном и том же судне. Мы можем работать там в одной и той же компании. Но у компании, в нашем данном случае, 500 судов. Конкретно наш офис работает там на 40, по-моему, да. И вы в любой момент можете попасть на другое судно. Единственное, что вас будут распределять по размеру, скорее всего, парохода. Потому что, ну, допустим, я работаю там, до 10 тысяч теосов, да. В какой-то момент меня могут отправить на большее судно. Но на меньшее был такой опыт, ну, как бы не хотелось. Поэтому здесь есть нюанс, что мы не работаем всю жизнь в одном месте. Еще спрашивали, почему я сюда согласился приехать. Ну, смотрите. Линия лучше, потому что линия с большими переходами и в нормальных странах, США, и там Индия, Шри-Ланка, да, даже Пакистан уже отменили. Дальше, денег больше, судно моложе, плюс мне надо было выехать в определенный месяц на контракт, потому что я хотел еще застать кусочек лета, и я надеюсь, что я его застану. Если бы я поехал на норму, то это был бы май, и я бы приехал в лучшем случае в конце августа. Поэтому, взвесив все за и против, мой выбор пал на этот пароход. Тем более он только как полгода из дрейдока вышел. Все, с вами был капитан Максим, были на канале Максмастер. Пишите свое мнение по поводу этого судна в комментариях, пишите вопросы. Я благодарен вам за внимание. Максмастер на связи.